В настоящее время объектно-ориентированное программирование ООП является доминирующей методологией программирования. Классы являются самым важным элементом ООП. Java-программа состоит из классов, которые взаимодействуют друг с другом. Каждый класс находится в файле с именем класса. Например, исходный код класс date хранится в файле date.java. Для того, чтобы создать объект, который представляет собой дату, необходимо написать класс date. Дата содержит три значения – день, месяц, год. Класс date содержит три переменные, представляющие день, месяц, год. Конструкторы для создания даты объектов, методы для установления значений даты, методы для проверки достоверности значений даты, методы для сравнения двух дат, метод для вывода даты на экран, также вспомогательные методы. Класс date имеет три переменные day, month, year. Для начала напишем каркасы всех методов. Public class date содержит 4 конструктора, но аргумент конструктор. Конструктор с тремя параметрами int day, string month, int year. Конструктор с тремя параметрами int day, int monthNumber, int year. Copy конструктор, который создает независимую копию даты объекта. То есть, если оригинальный дата объект будет изменен, то копия не изменится. Более подробно это описывается в видео Deep Copy vs Shallow Copy. Далее создается три getter-метода. Public int getDay возвращает день. Public int getMonth возвращает числовое значение месяца. Public int getYear возвращает год. Далее 6 setter-методов. Устанавливает значение дня. Public void set month, string month. Устанавливает значение месяца. Public void set month int monthNumber устанавливает значение месяца с помощью числового параметра int monthNumber вместо строкового string month. Public void set year int year устанавливает значение года. Public void set date int day, string month, int year устанавливает новое значение даты.
public void set date int day int monthNumber int year устанавливает новое значение даты с помощью числового параметра int monthNumber вместо строкового string months. Далее метод public boolean equals date otherDate. Этот метод проверяет два дата объекта на равенство. Public string toString выводит дату на экран. Далее создается метод public boolean precedes date otherDate, который проверяет, предшествует ли дата объект вызывающий метод, дата объект, вставленный вместо параметра otherDate. Далее создается 4 вспомогательных статических метода. Более подробно статические методы описываются в видео static methods and static variables. Первый вспомогательный метод private boolean isLeapYear int year. Проверяет, является ли год високосным. Далее метод private static string monthString int monthString. Меняет числовое значение месяца на строковое. Метод private static boolean dateOK int day string month int year проверяет достоверность значений даты. Метод private static boolean dateOK int date int monthNumber int year проверяет дату на достоверность с помощью числового параметра int monthNumber. Теперь заполняем определение методов. Начнем с вспомогательных методов. Год является високосным, если делится на 4 без остатка, но не делится на 100 без остатка, или делится на 400 без остатка. То есть 2016 год является високосным, так как делится на 4, но не делится на 100. 2100 год не является високосным, так как делится на 4 и делится на 100. Но 2400 год является високосным, хоть и делится на 4 и делится на 100, однако также делится на 400. Используем это для заполнения определения метода private boolean isLeapYear int year.
Для изменения числового значения месяца на строковое используется switch. Если числовое значение месяца не находится в диапазоне 1.12, возвращается сообщение об ошибке. Для проверки достоверности значений даты для начала проверяем год. Если год меньше 1000 или больше 9999, возвращаем false. Далее используем switch. В 7 месяцах, в январе, марте, мае, июле, августе, октябре, декабре, максимальное количество дней равно 31, минимальное 1. В 4 месяцах, апреле, июне, сентябре и ноябре, максимальное количество дней равно 30, минимальное 1. Если год високосный, в феврале максимальное количество дней равно 29, минимальное 1. Или же, если год не високосный, в феврале максимальное количество дней равно 28, минимальное 1.
В методе private static boolean dateOK int day, int monthNumber, int year меняем числовое значение месяца на строковое с помощью вспомогательного метода private static string monthString int monthNumber. Далее при помощи предыдущего метода dateOK проверяем достоверность даты. Далее заполняем setter-методы. Если значение даты недостоверно, выдается сообщение об ошибке и программа завершается. В этом месяце используется числовое значение месяца. Если значение даты недостоверно, выдается сообщение об ошибке и программа завершается. Если значение даты достоверное, устанавливается значение. Устанавливаем значение дня, месяца, года. Далее заполняем конструкторы. Используем метод private void set date in day string month in year. Используем метод private void set date int month int day int monthNumber int year. Но аргумент конструктора устанавливает значение даты по умолчанию, используя этот конструктор.
Copy конструктор, если date аргумент равен нулю, выдает сообщение об ошибке и завершает программу. Далее заполняем public boolean equals date otherDate. После изучения дополнительного материала мы напишем более правильную версию определения equals. В данный момент мы будем использовать данную версию equals. Метод public string toString выводит дату на экран. Метод public boolean precedes date otherDate проверяет, предшествует ли дата объект, вызывающий метод дата объект, вставленный вместо параметра otherDate. Getter-метод public int getMonth возвращает числовое значение месяца. Используем switch.
Далее создаем класс dateDemo для демонстрации класса Date. Как мы видим, все наши методы работают правильно.